Вы удалите Дигл из игры. Что я могу сказать? Дробовеля, тебе есть что сказать на эту тему? Но у меня дробовики полностью устраивают. Да, люди... Это больно и нам тоже. Мастерская будет в этом году. Но это не точно. Будут ли? Привет, вы на канале Standoff 2 Live. Сегодня мы позвали 13 блогеров и разрешили им задавать абсолютно любые вопросы. А 3 разработчика на них ответят. Что из этого получится, смотри дальше. А пока подпишись на канал, чтобы подобные ролики выходили чаще. И оставь комментарий, чтобы ты спросил у разработчика Standoff 2. Мы начинаем, поехали! Есть ли у вас идеи для того, чтобы переделать формат Battle Pass? Потому что, к сожалению, на данный момент Battle Pass — это просто новый формат кейсов. Ты проходишь уровень, и у тебя есть возможность забрать один из нескольких предметов в этой ячейке. То есть, как по мне, Battle Pass — это когда ты понимаешь, на что ты тратишь деньги, либо время, проходя, собственно, всякие задания. Вот. Что вы думаете по этому поводу? Смотри, я точно знаю, что в ближайшее время мы будем тестировать именно визуальную составляющую Battle Pass. То есть мы будем смотреть, насколько удобна игрокам новая система, отображения именно визуально. Что касается механики, то она на самом деле в геймдеве уже достаточно давно сформировалась, но это не значит, что мы не готовы на эксперименты. Я думаю, что мы обсудим это с командой геймдизайна, подкинем им какие-то идеи от комьюнити, и, возможно, что-то из этого они реализуют, тем самым как-то преобразив Battle Pass в нашей игре. В общем, очень интересный вопрос от подписчиков. У нас добавляются очень много разных скинов. Там спас добавили, береты, коктейль Молотова. Все это ждали. И самое интересное, что на стримах, в роликах задают комментарии, будет ли добавляться в игру ложная граната и Зевс. Прям очень интересно услышать. Спасибо за вопрос. Смотри, насчет оружия, которое в будущем будет добавляться в игру. Это достаточно обширная тема, и мы смотрим не на один проект, мы смотрим на много разных проектов, мы смотрим на реальный мир, мы также подключаем свою фантазию, когда хотим добавить какое-то новое оружие. Буквально вот первые шаги, когда мы отошли от принципа «просто берем там уже готовую модель, известную всем», это было вот с последним ножом, который появился на Дюне. То есть он полностью разработан в студии по тому дизайну, который придумал наш арт-директор. Не исключено, что в плане огнестрельного оружия тоже мы когда-нибудь придем к тому, что захотим какую-нибудь уникальную пушку сделать с уникальной формой, с уникальными характеристиками, чтобы у нее не было каких-то реальных аналогов, потому что это может быть интересно. Вот мы скорее этого принципа придерживаемся. У нас нет какого-то четкого плана, мы каждый раз решаем, что вот к вот этому сезону, который выполнен в такой-то тематике, он несет такой-то посыл, там такие-то персонажи. Мы только определившись со всем этим, мы решаем, а вот сюда подойдет вот это оружие, а вот это. Или, может быть, что-нибудь еще придумать. Гранаты — это отдельная история, это, в принципе, такая тактическая штука. То есть в данный момент относительно свежим является коктейль Молотова. Мы еще вносим какие-то изменения, и, возможно, они будут в дальнейшем. И когда мы поймем, что мы уже на таком этапе, что мы готовы добавить еще больше каких-то тактических возможностей, то велик шанс, что такая штука тоже появится. У меня вопрос. Начнем, наверное, с того, что почему я как глобал запускаюсь в ММ, против меня попадаются сильверы в пати с элитами, и мне дается даже за один проигранный раунд уже минус ММР. Система ММР сделана криво и дается ММР неправильно. Даже при ливе игрока ММР дается не так, как надо. И апнуть звание очень трудно. Помимо этого,
когда вы пофиксите наконец-то баг плеча, потому что чилы, которые 24/7 сидят в пикселях, и оттуда их очень тяжело убить. Причем то, что мы играем сейчас все на телефонах в киберспорте, в телефоне, вот в этом маленьком экране, типа, который будет сидеть в баге плеча, будет не видно. Смотри, по ММР уже в данный момент идут тесты на лайве, там уже поменяли коэффициенты, с которыми игроки матчатся в режиме. В обновлении, которое на данный момент уже вышло, будет еще более серьезные изменения, то есть граница поиска уменьшится, будет меньше вот таких ситуаций, когда вы попадаете с ребятами, которые совсем в другой лиге. Плюс по поводу очков ММР и вот этой минусовой истории, это тоже в данный момент уже тестируется на лайве. Мы смотрим и настраиваем коэффициенты и проценты. То есть смотрим, чтобы вот таких вот ситуаций, которые сильно дизморалят, их было прям минимум. Возможно, загнать ее в абсолютный ноль не получится, но минус ММР будет не такой душный, как был раньше. Да, как сказал Никита, обновление ММР и обновление подбора вышло в 7-м сезоне. При этом понятно, что возможно какие-то и последующие изменения, если текущая система 7-го сезона будет вызывать вопросы. То есть, когда выйдет этот ролик, выйдет обнова, против меня не будут голды какие-то или же бронзы, когда я буду играть в ММ. Да, разница внутри лобби, она станет чуть уже. Ну, например, есть баг с бронзой, когда элита может запуститься в пати с бронзой в напарниках и играть с ними и фармить ММР. Смотри, баги — это уже отдельная история. Их надо чинить. Это же ваша безусловно, история. так не должно работать. Ну да, но почему так работает? Потому что еще не починили. Обязательно к этому вернемся и починим. Хорошо. И баг плеча, а потом уже про античит. Да, баг плеча — это прям долгая боль. Это очень старая проблема. И многие, на самом деле, ее недооценивают, потому что не знают глубины. Я очень коротко постараюсь. Все зависит от текущего скелета персонажа. То есть его текущий скелет заточен на определенный паттерн анимации, который мы используем на всех абсолютно персонажах, со всеми абсолютно оружиями. И, соответственно, это очень большая система. Из-за того, что она настроена так, как она сейчас настроена, и случается вот эта история. Мы пытались делать это легкими правками, малой кровью, но это не получается. Поэтому она переделывается комплексно уже достаточно долгое время. Рано или поздно мы к этому новому скелету, под который все перестраивается, придем. Просто задерживается эта история из-за того, что мы не стоим на месте, проект не стоит на месте. Выходят новые оружки, новые какие-то анимации появляются и так далее. И все это приходится поддерживать заново, как в новом скелете, так и в текущем, который на данный момент есть. Но при просьбе пофиксить баг плеча, с левого плеча вы просто его перенесли на правый, и ничего больше не происходило. Вы просто перенесли баг плеча с одной руки на другую. Да, это была попытка как-то облегчить ситуацию. Понятное дело, что она не работает так, как нам надо. Мы, разумеется, исправим. Здравствуйте всем. Про баланс оружия еще хотел добавить. Я не знаю, вот вышла карта Дюна, и, все в киберспорте играют просто 5 дробовиков. 5 на 5 дробовики. Я не знаю, что это за такой киберспорт. Сама карта, она очень маленькая. Дробовики, балансное оружие. Все бегают 5 на 5. Все про это говорят. Я не знаю, это просто даже смешно смотреть, что на про-матчах все бегают 5 на 5 с дробовиками. Хотя бы, окей, эска, не шотает она в голову, окей, это нормально. Но дробовики это полный дисбаланс, и я не знаю, это вот прям что-то надо с этим делать, чтобы хотя бы на Дюне не было 5 на 5 дробовики. Давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос. Сперва-наперво хочется дать комментарий по поводу карты Дюны.
Она, как ты сказал, свежая, то есть вышла относительно недавно. И очевидно, что у карт, если есть какие-то проблемы, и мы получаем об этом фидбэк, в дальнейшем мы будем эту карту переделывать. Понятное дело, что переделка карты, она не занимает там 1 день, 1 неделю, 1 месяц. Это долгая, кропотливая работа. И очевидно, что для того, чтобы ее переделывать, фидбэк должен поступать не только от какого-то одного игрока, от одной команды. Все-таки стендов это не только про киберспорт, это еще и про обычных игроков, которым тоже хочется какого-то разнообразия. И карта Дюна, она это разнообразие как раз и дает. Если взять любую другую карту, на ней можно использовать полностью весь доступный арсенал в игре. И по Братан, поже, дай голды мне. своей сути он будет давать определенный импакт, который будет соизмерим любому другому гану на этой оружии, на этой карте. Вот. А если взять Дюну, да, там в основном ребята должны играть дробовики, потому что просто дистанция на картах между объектами, она маленькая, и лучше оружие, чем дробовик, на этой карте просто не придумать. Вопрос про дробовики понятен. И у нас есть целая команда геймдизайна, которая занимается различными особенностями, различными вещами внутри игры, в том числе и балансом. И я уверен, что дробовики тоже часть их рассмотрения сейчас. Поэтому, да, это не быстрый вопрос. При этом, если внутри по статистике мы видим, что дробовики очень сильно выбиваются, это будет меняться. У меня вопрос. Вопрос от комьюнити, от меня, от Мамонта. Магазин серебра. В нашей любимой игре Stand of 2 помимо золота также присутствует серебро. И, к сожалению, помимо боксов в магазине серебро никак не задействовано. Плюсом мы начинаем замечать, что с каждым обновлением не задействованы рамки, не задействованы какие-то уникальные аватарки, какие-то уникальные наклейки, которые можно было бы все это собрать и поместить в магазин серебра. Прекрасно понимаем, как это отразится на игре, потому что серебро все-таки тоже конвертируется через золото, золото донатится, то есть как бы это и студии будет довольно интересно, как новая механика, вот, и для игроков, которые уже давным-давно соскучились по рамкам, по каким-то уникальным предметам за серебро. Спасибо за вопрос. Смотрите, мы про вот эту вот сущность, так называемый магазин серебра, слышали давно, но до сих пор нет какого-то единого понимания, как это должно выглядеть. Но когда у нас будут ответы на вот эти все вопросы, то есть именно как это реализовать, что это принесет игроку в первую очередь, и как это будет выглядеть в финале, то есть что получат обе стороны. Вот на эти вопросы в первую очередь надо отвечать. Насчет большого количества серебра, которое накапливается на аккаунтах активных игроков, тут я согласен, да, я много таких аккаунтов видел. Действительно очень неприятно и неудобно скупать боксы, открывать боксы, потом выставлять вот этот вот весь богатый объем скинов на рынок. Это все очень долго, неприятно, и никому не хочется этим заниматься. Поэтому мы эту тему сейчас внутри в студии обсуждаем и думаем, как нам придумать какой-нибудь способ утилизировать серебро быстро, если есть на это запрос от аудитории. Ну, а он, очевидно, есть. Поэтому и обсуждать мы это будем. И что-нибудь наверняка придумаем. Ну, спасибо. Хочется задать такой вопрос. Как вы все прекрасно знаете, смотря наши ролики и в целом какие-то группы, паблики в ВК и ТГ, у нас в игре очень много талантливых концептеров. И, само собой, у многих есть запрос на на мастерскую в нашем проекте. Есть вопрос, ведется ли работа по поводу мастерской и насколько это возможно с учетом авторских прав и прочих историй? Отличный вопрос. Мы
восхищены количеством контента, который есть сейчас, и уверены, что его будет еще больше от наших игроков. Некоторые работы просто вау. Я бы рад был увидеть их внутри игры. И не только я, студия тоже была бы рада, поэтому мастерская есть в наших планах. Мы прорабатываем юридические аспекты, так как использование контента, который произвел не ты, все-таки вызывает достаточное количество юридических вопросов. И мы видим путь, соответственно, оно есть в наших долгосрочных планах. Я не думаю, что это будет в этом году. При этом в каком-то обозримом будущем мастерская будет. Не спорю, что в планах, которые там публиковались ВКонтакте пару лет назад, очень много всего наобещали. Тогда студия была достаточно молодой, то есть там работало сильно меньше людей, чем сейчас. И тогда люди... не очень здраво оценивали свои силы и возможности. Сейчас мы повзрослели, нас стало больше, у нас появились крутые специалисты. Теперь мы точно знаем, что, говоря о том, что мастерская будет, и... Когда? Когда? Аудиторию интересует, когда, а не то, что она будет. Она уже в работе. Когда? В этом году маловероятно. В следующем очень вероятно. Добавите ли вы оперативников, которых можно будет либо выбить с Battle Pass, либо же выбить с кейса и потом продавать на рынке, а также надевать на своего персонажа? И допом сделаете ли вы оперативников похожих на блогеров из этой игры каким-то образом? Либо какую-то фишку добавить, там, я не знаю, брелок какой-то, в кармане какой-нибудь дигл, например. Ну, короче, оперативники, похожие на блогеров. Ну, яркий пример тому Fortnite, которые добавляют персонажей всяких небезызвестных рэперы, Человеки-пауки и так далее. Оперативники будут. А девочки? С девочками сложнее, потому что все-таки должны отвечать на это ребята, которые напрямую занимаются разработкой, анимацией и так далее. При этом, насколько я знаю, сложность с добавлением женского персонажа в том, что у женского персонажа другой скелет, он по-другому двигается, и это просто увеличение работы кардинальное, и нужно перерабатывать в целом структуру продукта и структуру разработки. Мы любим нашу аудиторию и мужскую, и женскую, при этом продукт изначально был заточен под мужских персонажей, и женских сейчас добавить сложнее. Первый ответ на тему, будут ли персонажи? Да, будут. Оперативники будут. Будет ли на основе оперативников какие-то коллаборации с блогерами? Пока не знаю. Мы посмотрим, как отработает обнова с оперативниками, и после этого будем думать уже о коллаборациях. Могу еще добавить небольшой момент про женских и мужских персонажей. Наверняка наши игроки ожидают, что мы добавим каких-то красивых, тоненьких, таких классных тяночек-школьниц. Но вот тут как раз и заключается проблема в том, что они будут визуально меньше, и в одной небезызвестной игре все женские персонажи выглядят весьма брутально, я бы даже сказал, мужикоподобно. И мы вот такой истории не очень хотим все-таки придерживаться. Именно поэтому пока этот вопрос не стоит, к сожалению.
На протяжении многого времени каждое обновление, как и каждый выход скинов на рынок, просто кладут сервера игры. Почему так? И будет ли в ближайшее время это пофикшено? Ну что я могу сказать? Это больно и нам тоже. С этим сложно что-то сделать, потому что в момент выхода обновления онлайн взлетает просто в космос. Количество игроков превышает все допустимые возможности серверов, и каждый раз мы улучшаемся, и каждый раз надеемся, что справимся. Думаю, что в ближайшие обновы ты нам больше таких вопросов задавать не будешь, и все будет хорошо. Ответ принят, как и перформанс тоже принят. Правда ли, когда заканчиваются NML-скины на рынке, то вы искусственно добавляете, дабы повысить продажи? И второй вопрос, почему, как вне записи сказал Аполлон, этому багу 4 года, почему, когда я запускаю СММ, на первом же раунде противоположная команда может взять другие оружия помимо пистолетов? Спасибо. Мы такого не делаем и никогда не делали, но раз уж подсказали такую идею, возможно, мы ее рассмотрим. Да, в целом отвечу про рынок. Из каких-то внешних влияний на рынок мы ничего не делаем. То есть все, что выпадает, оно выпадает стандартно. Все, что выкладывается на рынок, оно выкладывается игроками. Мы каких-то отдельных внедрений с нашей стороны не делаем. Последний раз, когда мы что-то делали, это было 4 года назад, когда Ильдар ночью сам сидел, скупал скины, чтобы скинов стало меньше на рынке. Но тогда у нас было человек 15, и, как это называется, еще были такие идеи как-то влиять на рыночную экономику. За последние 4 года мы никаких ограничений и никаких влияний на рынок со стороны разработки, кроме как выклад коллекций в определенное время, не делаем. Ну, я дополню. То есть тут в плане вопрос был, как будто было замечено, что вот пропадают скины, и тут появляются новые скины на рынке, то есть их было 10, потом резко их становится 20. Вот про это вы имеете в виду, что вы этого не делаете. Но делаете ли вы, то есть шанс выпада в ММ, то есть скина, то есть у вас стандартно, как вот если падает один Gold School в месяц, то он у вас так и падает всегда, к примеру. Да, все так. Мы за рынком именно в рамках изменения каких-то шансов не следим, потому что у нас шансы стандартные, если мы будем их менять, то это будет заметно и очень сильно повлияет в целом на экономику игры и на экономику рынка. Скорее, мне кажется, это сами игроки видят, что можно подзаработать на неймлессах и выкладывают их. Всем привет, это мой первый вопрос. Смотрите, вы убрали 5 месяцев назад голосовой чат из игры, и вообще вы собираетесь его обратно добавлять? Да, собираемся, разумеется. Это очень классная фича. Мы получили кучу положительного фидбэка, когда ее ввели, но, к сожалению, потом в ходе использования, в ходе тестирования получили также много негативного фидбэка и отправили ее на переработку. Дополню, что 5 месяцев назад, когда мы его убирали, это все-таки голосовой чат был сторонняя разработка, то есть мы использовали наработки других компаний, а сейчас это будет наша внутренняя разработка.
это же не будет выглядеть так же криво, как выглядело. То есть, ну, очень странно в голосовом чате, особенность голосового чата стендоффа была очень странная в том, что после того, как я сказал какую-то инфу в голосовой чат, меня почему-то еще секунд 30 слышно, что у меня там происходит. Но это странно. То есть голосовой чат в любом понимании, в любой игре должен работать в реальном времени, и ты отжал кнопку, он закончился. Спасибо. Очень жду от тебя геймдизайн документ, как должен работать голосовой чат. И именно по нему мы все и сделаем. В целом, да, согласен, что это было кривовато. Опять-таки, разработка была не наша, и в ней каких-то изменений мы с своей стороны внести не могли. А в случае нашей разработки голосовой чат выйдет, допустим, там будет та же самая ситуация, что ты говоришь, и мы сможем быстро это исправить. Я тоже чуть-чуть дополню. Казашка имела в виду за то, что багают оружие в разминке, в ММ, и когда запускается ММ, то противоположная сторона уже бегает с дробашами, с пешками, с калашами могут бегать. Это до сих пор работает. Да, до сих пор это работает, и самый главный вопрос, который будет, наверное, интересен этим людям, которые это делают, банят ли за это вообще юзеров, за то, что они так делают? Если мы видим багаюз, пруфы, после пруфа идет бан. По поводу исправления, тут скорее команда тестировщиков подскажет. Мы их спросим и... Я не команда тестировщиков, но как человек, который писал... на момент выхода этого видео такой баг должен быть пофикшен. По крайней мере, по той информации, которая на данный момент есть. А продолжение ответов на вопросы смотрите во второй части. Сейчас мы занимаемся съемками обзора летней обновы, поэтому вторая часть может выйти чуть позже. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выход нового ролика. Ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, чтобы вы спросили у разработчика. Пока!